нам пригнали абсолютно целую, без никаких изъянов, Model 3, которую мы будем сейчас резать. Привет, друзья! Сегодня я торжественно вам покажу еще один автомобиль Tesla, который уничтожила наша компания. Видимо, вы должны набраться опыта и восстановить достаточно автомобилей Tesla для того, чтобы рано или поздно вам начали привозить машины для их профессионального уничтожения и еще за это платить деньги. Поэтому сегодня мы покажем, кому нужно привести машину в состояние невозврата, состояние, из которого ее вернуть будет невозможно, кто за это платит деньги, что в итоге у нас получилось. И главное, ответим на все вопросы, которые вы задавали в предыдущих видео, там, где я показывал машину без крыши, нашу первую версию. Вопросов было много, времени прошло тоже много, но я не сильно переживал, что кто-то ответит на эти вопросы, потому что никто, кроме нас, такие машины не делает. Поэтому вы подписаны на этот канал для того, чтобы видеть что-то уникальное, что-то, что никто не делает. А если не подписаны, самое время подписаться. Первый проект, который мы делаем в 2025 году, из всех проектов, которые у нас есть в наличии, нам заказали именно, не поверить, кабриолет, который мы сделали абсолютно случайно, у которого нет возможности пользоваться крышей, потому что крыши нету, и кому-то он нужен, потому что это Лос-Анджелес. Кроме как в Лос-Анджелесе, мне кажется, невозможно нигде будет достать клиентов на такого типа машину. Мы уже сняли молдинг, сняли обшивки, потому что сейчас будем срезать стекла. Я никогда не думал, что мы будем превращать в кабриолет абсолютно целую машину, без никаких повреждений. Она куплена не на аукционе. Это просто обычный автомобиль, купленный на рынке. Вот все резиночки, все пластики аккуратно сложенные, потому что крыши, стекло, все это мы хотим сохранить, это нам пригодится. Даже колеса без никаких повреждений, без бордюрки, без ничего. Все, хорошая резина. Хорошая ухоженная машина. Большая разница между первым кабриолетом и вторым, что в первом у нас было разбито лобовое стекло, потому что машина была ударена. А здесь машина не ударена. Поэтому все опасения сейчас Тохи в том, чтобы не разбить это лобовое стекло, чтобы не надо было его по новой менять. Так, мы заказали печать деталей, и вот они напечатаны и пришли. Что у нас здесь есть? Это у нас задняя часть, вторая задняя часть, которая используется под камеры. Вот она здесь есть, видите, в районе стекла. Вот эта часть, она сюда идет, и вот камера у нее. И ее продолжение. Вот такие вот кусочки. Так как это все будет покрываться, то ли обшиваться, то ли краситься, поэтому оно сделано из разного цвета пластика. Ну, из одного типа пластика. Это АБС-пластик, который не боится солнца. Поэтому можно, в принципе, на одну из следующих машин мы сможем сделать уже пластик конкретного цвета под конкретную пленку или краску, которой будет покрыта машина. Здесь карбон, здесь алькантара, здесь кожа. Вот этот бар мы тоже сделали. На новой машине он просто металлический. Я не знаю, как он будет обшиваться, в алькантару или в кожу. Так, как выглядит кабрио сейчас? Детали не установлены, но предустановлены. Стойка. Красота. Выглядит профессионально. Как будто бы так она и была всегда. С завода. С дополнительным креплением. Это гайка для крепления ремня. И верхняя часть. Ровненько сидит. Вот эта часть не приклеена. Она дальше будет приклеиваться, и прям будет зазор здесь везде одинаковый. Она не должна быть вплотную. Не должен быть здесь такой зазор, как здесь. Так как подгонялось вначале одно, потом другое, сделано не так идеально, как здесь. Здесь все ровненько. Прям красота. Тоха, это твоя заслуга, да? О, смотри, елки, первый раз похвалили за столько лет. 5 лет уже работаю. 10 сколько? Первый комплимент. Здесь подвеска дешевая, нет никаких ни койловеров, ни как здесь пневмоподвески. Здесь просто произошло обрезание пружин. Прошло пару дней, и сумасшедшие изменения. В принципе, все стоит на местах. Сейчас генеральное натирание. Клей высыхает.
Клей мы прихватили вот эту деталь всего в нескольких местах, потому что, скорее всего, она будет сниматься и будет переделываться. Бар на месте, крышечки на месте, все прикручено, все четенько, подвеска на месте, проставка на месте. И спойлерочек мы подарим клиенту, чтобы у него машина смотрелась веселее со спойлерочком. Так, тест-драйв, в котором мы с вами убедимся, что все работает, все на месте и так далее. Значит, обновление прилетает исправно, обновление можно устанавливать, никаких проблем нет. Пристегиваемся. Безопасность прежде всего. Как бы это странно ни звучало конкретно в этом автомобиле. Значит, автопилот работает, включили, и теперь нам надо выбрать какую-то точку, куда мы хотим поехать. 16 миль в сторону. Да, смотрю. Здесь она внимательно смотрит за тем, чтобы у меня никаких гаджетов не было в руке. Поэтому надо прятаться от камер. Только что резко остановилась, потому что увидела велосипедиста. Вот еще один. У нас профи. Это машина на Intel процессоре. Мне кажется, что последнего типа процессор все-таки работает быстрее. Но я могу ошибаться. Спойлер у нас отлетел куда-то в сторону. И, конечно, это невероятно. Невероятное ощущение, когда едешь в машине, у которой нет крыши и которая тебя везет самостоятельно. Сказать, что это необычно, это не то, что необычно, это настоящий аттракцион. И именно под такую задачу эта машина и куплена, быть аттракционом. И под такую задачу мы ее делали. В общем-то, это очень веселая машина, которая должна дарить эмоции. И это обалденно. То есть вы можете наслаждаться городом вокруг, ехать в единственной в мире машине и в то же самое время пользоваться самыми современными технологиями. И в то же самое время, если вам захочется поехать еще быстрее, потому что она достаточно быстрая машина, в принципе, с завода. Огромное количество преимуществ можно найти в очень бесполезной машине, если захотеть. Но, как видите, автопилот работает идеально. Видите, все отслеживает, все машины у нас есть, все видит. Камера работает шикарно, все. Говорит, смотри на дорогу, смотрю на дорогу. О, да. А ну, мы резко поменяли маршрут. И что будет делать? Будет ехать сейчас направо? Или будет ехать прямо и потом перестроить маршрут еще раз? VinFast. Я эту компанию назвал корейской, а вы меня поправили и сказали, что она не корейская, она чажена, я уже забыл. Во. Все. Заставили машину поколебаться немного. Даже руль немножко подергался. Ну и все, едем дальше. Идеально. Это, конечно, сумасшествие, как мы быстро привыкаем к тем вещам, которые 20 лет назад казались научной фантастикой. Потому что когда мне говорили, что машиной будет управлять робот, я представлял себе человекоподобного робота, который будет садиться за руль автомобиля и ехать куда-то вдаль. Реальность показала нам, что это не человекоподобный робот, эта машина сама по себе будет роботом, который будет ездить и какие-то выполнять задания, если вам это надо. Либо функцию, либо быть активом, который постоянно вам приносит деньги. Все работает идеально. Так, сейчас поворот на красный свет, потому что в Калифорнии можно поворачивать на красный свет. Смотрим внимательно. Для этого она всегда использует боковые камеры, переднюю камеру, боковые камеры, для того, чтобы отслеживать все вокруг. Поворотник включен и полетели. 0 сбоев, 0 проблем.
машина полностью готова. А ТСК топлес базовой комплектации готов к эксплуатации. Один самый главный вопрос. Почему эта машина без крыши? Почему вы не думаете о том, чтобы сделать эту машину с крышей? Потому что у нас есть плохой пример. Плохой пример — это наш друг Джон, компании S-Club. Один из последних его проектов — это SLR McLaren. Автомобиль, который стоит с крышей, с возможностью выезжать на трек. Этот автомобиль со всеми этими опциями стоит 300-400 тысяч долларов. Когда этот автомобиль был превращен в проект от компании S-Club, у него отняли крышу навсегда, отняли лобовое стекло, сделали огромное расширение, поставили шикарные колеса HRE. Капот начинается не от конца лобового стекла, а от начала торпеды и идет куда-то на расстояние невозможных 4 метра, а в середине через весь салон проходит вот какая-то трубка странная, и это все еще огромной ширины с вот такими широкими сзади колесами. Это, конечно, вызывает восторг. Мы стартовали с цены 400 тысяч, теперь этот автомобиль стоит 1,5 миллиона, может быть больше, минимум в 3 раза дороже. По этой аналогии мы сделали из нашего автомобиля что-то подобное. Какую-то машину, которая будет использоваться ситуативно. Машину, которая привлекает внимание. Будете ли вы использовать эту машину каждый день? Однозначно нет. Хотя я хочу снять видео, там, где я живу с этой машиной, неделю или 2 недели, каждый день по всем своим задачам. Я хочу снять видео со всеми неприятностями, которые у меня могут случиться за 2 недели пользования. Если вам интересно, напишите в комментариях обязательно. Основной принцип, почему мы сделали так и не с самого начала не думали о крыше, это то, что мы хотим показать, что такого рода автомобили, они могут быть суперкарами. Мы их воспринимаем как суперкары. То есть, отнимая крышу, мы подчеркиваем другие достоинства этого автомобиля, которые, в общем-то, тяжело увидеть, когда вы смотрите на эту машину только как на обмылок, который будет вас возить с работы на работу, и все. Почему спереди колесо у нас белое, а сзади колесо черное? Как так вышло? Ну, вышло это очень просто. Это не колпак, который вы можете купить на AliExpress, это колпак от компании Rotiform. И сзади колеса у нас тоже Rotiform. То есть это одни и те же колеса, это один комплект. Колпак этот бывает черный, бывает белый. Почему вообще этот колпак одевается на диски Rotiform? Потому что это традиция от компании, которая делала раллийные диски в 80-х годах, и они выглядели именно так. Это были металлические колеса, очень крепкие для раллийных машин. Почему эти колпаки не ставятся на заднее колесо? Если вы покупаете одноширокие колеса, вы можете поставить 4 колпака. На разноширокие колеса в Rotiform традициях колпаки ставятся только наперед. В Америке это мало понимают, мало видели, но у нас уже есть последователи. Значит, по поводу карбона. Карбон у нас здесь очень-очень странный. То есть он ломаный, плюс у него есть вот эти вот яркие вкрапления. И как это было сделано, и зачем это было сделано, и почему здесь красный карбон. Я увидел этот карбон случайно, и мне он так запал в душу, что, в общем-то, я решил, что надо его сюда поставить. Был вариант, конечно же, поставить карбон, и, в общем-то, здесь в первой итерации стоял карбон обычный, ломаный, более качественный, сделанный в Украине. Все было очень красиво, но так как у нас в ближайшее время не предвидится дурацких проектов, куда можно поставить такого типа дурацкий, достаточно дешево выглядящий карбон, то мы поставили его сюда. С чем точно можно не спорить, это с тем, что он привлекает очень много внимания. То есть на выставке огромное количество людей подходит, щупает, смотрит, пытается к этому дотронуться и так далее. И, наверное, в этом была основная суть. И вообще есть смысл в этом карбоне, в том, что он привлекает внимание, и он нравится людям. Насколько кузов стал менее жесткий. Значит, между стойкой Б и задними сиденьями мы поставили эту рамку, то есть это немножко скрепило кузов, и, в принципе, каких-то ощущений какого-то разбаланса сейчас вообще нету. До этого машина чувствовалась примерно как Model X, в принципе. Вот, честно говоря, очень сильно похожа на Model X, потому что Model X у нас нету полностью полноценной обрешетки крыши, полноценного квадрата. У нас крыша похожа больше на какие-то стринги.
Поэтому каждый раз, когда на Model X, и все владельцы подтвердят, вы заезжаете на что-то, вы слышите там, потому что кузов начинает немножко играть. Внизу у Теслы полноценная мощная рама вокруг батареи. Это достаточно серьезный инженерный элемент, и он держит удар, даже если у вас нету крыши. То есть держит нагрузку. Давайте теперь выясним, кто в итоге заказал машину. Машину заказала компания, которая занимается прокатом автомобилей во многих точках мира. Конкретно в Лос-Анджелесе у них есть место в самом центре Голливуда. Они там показывают и дают в аренду машины на час, два, три для обзорных экскурсий. Под вот эту задачу была куплена машина. То есть этот автомобиль будет стоять рядом с Ferrari, Lamborghini, с Cybertruck. У них есть также Model X, есть еще какие-то машины яркие, эмоциональные. Если Lamborghini и Ferrari, их достаточно много, они не очень лимитированы, то, допустим, эта машина, она, в общем-то, в таком именно состоянии, в такой именно конфигурации, она одна в мире. Мы надеемся дальше делать такого рода автомобили чаще. Это удивительно, уникально, и я, честно говоря, был шокирован тем, что, еще раз, среди всех автомобилей, которые мы могли построить, там обвесы, уникальные машины и так далее, в 2025 году первая машина, которую нам заказали, именно такая. Сумасшедший год, сумасшедший город. К этому, так или иначе, мы готовы. Так, друзья, я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра столько же, сколько мы получили удовольствие от создания этого автомобиля. И я вам желаю, чтобы вокруг вас был такой же невероятный, сумасшедший автомобильный рынок, и вам было чем заниматься ярким, интересным, и было на что яркое, интересное посмотреть вокруг вас. Увидимся. Пока.